продаются вот такие гигантские раковины. И они их пытаются впарить туристам за $30. Мы наконец-то дождались наш полуужин, полуобед. И вот здесь вот так вот это все. 2 картошки фри. Осьминоги на гриле. Креветки. Да, Лобстер. и вот такие вот лобстеры. Алиса осталась с дядей. Жить в Африке, да? Занзибар. Очень живописный архипелаг из 75 островов и часть государства Танзания. Он славится своими белоснежными пляжами и бирюзовым океаном. И сегодня мы отправляемся на один из самых красивых пляжей Занзибара, пляж Нунгви. Мы взяли в аренду машину на 3 дня. И за эти 3 дня постараемся объехать все самые классные и красивые места острова. Вот наша машина, на которой мы будем кататься по острову в течение 3-4 дней. Обязательно смотрите, чтобы здесь вот страховка была, чтобы все нормально с ней было. Все, сейчас мы забираем ее и уезжаем. Гена фоткает, что на ней нет никаких повреждений. Ну, думаю, что все будет нормально. Ну, в общем, с Богом. Сейчас немножко расскажу про аренду авто на Занзибаре. $25 в сутки в среднем, это нормальная цена. Забирай, да, забирай, потому что она должна сидеть. Да, автокресло детское нам не дали, у них его здесь, наверное, просто нет. Самое такое непривычное, то, что на Занзибаре левостороннее движение, все наоборот. И ехать нужно очень осторожно, чтобы не запариться и не вылететь навстречку. Вот, а еще хочу сказать, что ограничение скорости. У них здесь максимально допустимая скорость на дорогах 40 км в час. Это не как мы привыкли дома гонять и летать. Поэтому с этим тоже нужно аккуратненько. Полиции очень много на дорогах, все стоят с радаром. И за превышение штрафуют. Штрафуют особенно туристов, они же именно выпасают, когда туристы едут. $50 штраф за превышение скорости. Сейчас мы едем в сторону Нунгви и Кендвы. Это 40 километров примерно от нашего отеля, от Пвани. Я немного не так сказала. 60 километров – это допустимая скорость, если ты на трассе. Если же ты в населенном пункте, то 40 километров в час. Но в том-то и дело, что непонятно, нет никаких разграничений. То ли ты уже въехал в поселок, то ли еще нет. Очень редко встречается название деревень. Вот сейчас понятно, что мы уже в какой-то деревне, через нее едем. На этих пляжах мы планируем пробыть до вечера и встретить там закат солнца, потому что там очень красиво, вы сами в этом убедитесь скоро. Навигатор включили, чтобы нигде не потеряться. Дороги ровненькие, гладенькие. Дороги как у нас. В принципе, ничего такого особенного нету. Единственное, что, конечно, вот это вот левостороннее движение. Немножко напрягает, да? Да, ну сейчас попробуем чем-нибудь определиться как-нибудь. Еще здесь есть обязательный платеж $10 за пермит. Ну, это типа как страховка. Вот. И по бензину, ну, получается, сколько в баке бензина вам дали, столько вы должны вернуть. Ну, в принципе, все. Вот то, что они автокресло нам не предоставили, это, конечно, не очень хорошо. Но Алису мы пока заняли, вон там мультики смотрит, сидит сзади. Полиции на дорогах просто как собак нерезанных. Только что нас остановили. Говорит, hello, how are you? Я говорю, well. Спросил, куда мы направляемся. Говорю, на пляж едем в Нунгви. Он говорит, have you driving license? Я говорю, конечно, есть права у нас. Гена начал искать, копаться в рюкзаке. Пока он искал, он говорит, ладно, типа, не надо мне ваши права. Едьте, удачи. Им просто любопытно на нас смотреть, как на туристов, я так понимаю, на белых. Поэтому они останавливают просто поболтать.
заправились только что. То есть заморочек с бензином у них нет. У них два вида топлива. Дизель и петроль. Все. Другой марки у них нету. По стоимости получается, если у них $1 это 2300 шиллингов, то пятый бензин, это бензин, который у них 1900 за литр. То есть, грубо говоря, где-то 80 центов. Ну, плюс-минус украинские цены. Вот, заправляют, не знаю, проверим расход, как доливают, не доливают, уже по месту определимся. Мы заехали в деревню, немножко навигатор нас не туда привел. Но вот так вот они живут. Очень бедно, конечно. Здесь в глубинке вообще нищета. Крутимся, да? Все, в Нунгве мы доехали. Сейчас спускаемся на пляж. Стоянка здесь. Дальше машиной не проехать. Очень-очень жарко. Сейчас будем искать где-то тень на пляже. Спускаемся. Мы нашли здесь отличную такую скалу с деревом. Тенек. Мы пришли сейчас, вода прибывает мгновенно. Через час, наверное, уже нужно будет передвигаться. Вода сейчас вот здесь вот, но местные ребята говорят, что через час вода будет возле камней. Попробуем узнать, так оно или не так. Ну что, я искупался на этом пляже. Вода такая же теплая, как у нас. Цвет такой же изумительный, но вода мутная. Если у нас она прозрачная, то здесь она мутная. И еще, я понял, что я у местных вызываю доверие. Отойдя 3 метра от нашего места обитания, ко мне подошел местный и предложил гашиш по good price. Вот. Но так как я с семьей, я отказался. Сделал вид, что я интеллигент. Сейчас через 40 минут будут африканские косички. Мой муж понял, что это надолго, и ушел с Алисой в непонятном направлении. Нунгви пляж очень переполнен. Реально густонаселенный, я бы сказала. Народу куча. Здесь на Нунгве просто поток местных, бесконечный. Moyo wangu ungekuwa na kizibo, moyo wangu ungekuwa na kizibo, mama. Мне страшно представить, как я потом буду эту всю красоту расплетать. Буду ж как овечка кучерявая, наверное. Главное потом на лысо не подстричься, не побриться. Да, случайно. Этот пляж считается одним из наиболее самых красивых и посещаемых, потому что тут по густонаселенности очень большое количество людей, напоминает чем-то у нас Аркадию в Одессе. Здесь очень много разных кафешек, отелей и вообще мест, где можно отдохнуть. Также тут практически нет отливов, то есть если они есть, то они не ощущаются. Пока из мамы делают розовую красавицу, мы с Алисой прошлись на соседний пляж.
И наколедовали вот такие вот штучки, недаром. Вначале я думал, что это сродни что-то нашей украинской белины. Белина у нас есть такое, только она зеленая, точно такая же. Его когда разрываешь пополам, внутри семена, 2 столовые ложки этих семян, и получаешь порцию, гашиш по good price. Оказывается, нет, это фрукт. Сейчас я вам покажу, Это личи, да? как его едят. И стоит, так, их продают по веткам, чуть больше $2 веточка. Это Вот, личи. вот name. Шоки-шоки. Шоки-шоки? Шоки-шоки. Сейчас я покажу, как его едят. А ну подожди. Шоки-шоки. Это можно есть? Я тоже был удивлен. Внутри вот такая вот белая штучка. Ее съедают. Вкусно? Косточка несъедобная. Ну такое. Что-то отдаленно напоминающее свинку. Сейчас папа тебе даст. Вот и Алиса будет пробовать. Все, на этом все. Нет? Давай маме дадим, мама. Косточку только не съедай. Шок-шок? Да. Сладенько. А можно мне? Прикольненько. Сейчас дам тебе. Ася, зацени. Как есть? Откусывай. Сейчас папа даст. Вкусно? Смотрите, за 1,5 часа вода подошла к самому-самому берегу. Вон к той лестнице, с которой все спускаются на пляж. Такие вот сильные тут приливы. Дело близится к концу. Я уже засидела себе одно место, хочу уже встать. Мы закончили наконец-то. Пляжи Нунгве красивые, но людей очень много, и это мне не нравится. Вот покажу вам цены примерные, чтобы вы понимали, что почем в Нунгве. В принципе, от нашего пляжа цены особо не отличаются. Я бы сказала даже, что кое-что дороже. Хочу вам сказать, что пляж Нунгви меня разочаровал просто капец полностью. Народу куча, просто движняк такой. Детей, местных настолько много, намного больше, чем на наших пляжах. Смотришь за своими вещами здесь постоянно. То есть свободного пространства здесь в принципе нет, я не ожидала такого. Сама береговая линия очень узенькая. Еще когда прилив, это море вообще подходит. Ну, в общем, я не жалею ни капельки, что мы выбрали другие пляжи. Пока Алиса спит, решили ее не будить, поднялись сюда наверх с пляжа. Здесь деревня, вот эти улочки, торговые ряды. Сейчас хотим посмотреть сим-карту, может быть, купим. Интернет хоть какой-то у нас будет, потому что мы уже много дней без него. Вот. И Ася хочет мороженое. Где я здесь его найду на таком солнцепеке, я не знаю, но идем.
Это местный киевстаровский офис типа. Ну что, мы с интернетом зашли в лавочку, купили карточку интернетовскую на неделю времени, 12 гигабайт интернета стоимостью 2000 шиллингов. Это чуть меньше $9. Связь 3G, у них 4G у них в теории вообще нет пока, но 3G работает, посмотрим. Хотя она говорит, что 4G, но на самом деле это 3G, короче. Посмотрим, как оно будет. Добро. Все, уезжаем с Нунгви. А вот для сравнения с Нунгви пляжи Кендвы в паре километров буквально. Кендва, мне кажется, лучше в том плане, что тут гораздо меньше людей и больше пространства для того, чтобы выбрать место, где загорать, там лежать. И вообще чище. Здесь, в Кендве, мне понравилось намного больше. Поэтому закат мы решили все-таки сегодня встречать здесь, а не в Нунгви. Подождем, пока солнышко сядет, и будем возвращаться уже к нам в Ване. Боже, смотрите, это, наверное, школа какая-то. Почему столько много людей идет? Посмотри. Насчет того, что здесь малолюдно, Ася, по-моему, погорячилась. Местных очень много, прям толпы просто здесь. И в воде, и на суше, и повсюду. Алиса плывет! Алиса плывет, да? Что мне после этой жары вода кажется такой прохладной. Алиса, детки, пока, пока, там детки, да? Деток много. Давай поплыли. Не знаю, сейчас будем плавать. Как я люблю. Поплыли. Плыви! Поплыли. Плыви! Алиса плывет! Алиса плывет! Она говорит, поплыли. Ой. Скажи, поплыли. Алиса плывет? Ой, класс! Плыви, плыви! Мы этот ананас целый день с собой носили, он такой тяжелый. Буду резать кружочками, хотя правильно ананас разрезать совсем не так, но я его на песке по-другому не порежу. Он уже внутри уже аж мягкий стал. Так и будем разламывать чуть-чуть. Правильно вообще счищать вот так вот по бокам, стесывать и потом нарезать его. Ну вот в пляжных условиях, поэтому так. Держи. Могу тебе еще посередине подожди. Вот так вот. Лежать здесь на пляже невозможно, потому что вот эти вот толпы детей, школа какая-то, просто ходят вокруг твоей подстилки. Весь ананас мы не осилили, да, Алис? Жди волну, жди волну. Жди, давай. Сейчас волна придет, я скажу, когда ждать.
Смотри, кого папа поймал. Кто это? Это Смотри. крабик, Смотри, Алиса. он хочет папу куснуть, смотри. Крабик. Так зараза. тебе и надо. Так тебе и Выпустим надо. его на море? Давай мы Заслужил. выпустим воду. Давай, смотри, как он побежал. Крабик ушел. Пошел домой. А мы возвращаемся в Пхванченгане. Крабик пошел домой в море. Смотри, куда крабик пошел? Все, куда крабик? В общем, посмотрев на эти пляжи, я не знаю, может быть, кто-то из вас был на Гоа. Мне это все напоминает Арамболь, пляж Арамболь в Гоа. Есть у нас видео на нашем канале. В прошлом году мы там отдыхали, тоже зимой, тоже примерно в это время, может быть, немного позже. И там вот такой вот движ. Вот. Но эти пляжи явно не для спокойного отдыха, а я больше люблю спокойные пляжи. Все, солнце село. Идем мы потихонечку к нашей машине и будем возвращаться домой, потому что здесь вообще на дорогах освещения нет. Нет линии электропередач, да, и мы будем ехать буквально только на свете машин, а местные на велосипедах, они даже не смотрят, просто они снуют перед машиной, и очень опасно, чтобы никого не переехать. Поэтому, может быть, еще есть маленький шанс, что хотя бы половину пути мы проедем засветло. Мы сегодня немного задержались до темноты. Очень хотелось дождаться заката солнца. А теперь вот то, о чем я и говорила раньше. Про фонари и освещение на дорогах здесь не слышали. Едем медленно. Здесь есть у многих такая тема: сидеть прямо на обочине в темноте по нескольку человек. Реально у них мысли не возникают, что их можно не заметить и сбить. Опасно. Проезжаем деревни, покажу вам немного местной жизни. Конечно, у нас в деревнях все по-другому, смотрите сами. Бедно очень, скромно, бедно.